Привет, друзья! Сегодня видео исполнения пожеланий. Во-первых, вы меня просили показать, как же тут Леся. Леся, вот она, по-прежнему не хочет становиться звездой Ютуба. Или хочет? Не хочет. В общем, с ней все в порядке, ведет себя по-прежнему нагло и не хочет оказываться в кадре. Но привет вам все-таки передает. Передает? Моя хорошая. Все, пока. Тихо, тихо, тихо. Как я сказал, видео исполнения пожеланий. И это касается не только того, чтобы показать вам Лесю. Сегодня будем делать торт, который вы очень давно просили меня приготовить. Вкуснейший морковный торт, который делать, кстати, очень просто. В общем, смотрите сами. Поехали! Начинаем, конечно, с морковки. Ее необходимо хорошо помыть и почистить. Морковь обязательно берите вкусную и сладкую, так как она все-таки здесь солирует, торт морковный, и от ее вкуса будет очень многое зависеть. Возьмете морковь невкусную, не сладкую, аналогичный получите торт. Очищенную морковь нужно натереть на мелкой терке. И пока отставляем ее в сторону. Заранее смешиваем сухие ингредиенты. Муку, разрыхлитель, соду, немного соли, молотую корицу, молотый мускатный орех. И все это хорошо вместе просеиваем. Грецкие орехи нужно хорошо измельчить. Можно сделать это с помощью ножа, а можно в блендере. Совсем в пудру измельчать не нужно, оставьте небольшие, маленькие такие кусочки, чтобы они в результате в торте все-таки чувствовались. Но и слишком крупными орехи оставлять тоже не нужно. Они должны так удачно, гармонично интегрироваться в тесто. Отправляем орехи к сухим ингредиентам и с помощью венчика все тщательно перемешиваем. Пока также эту часть ингредиентов отставляем в сторону. Займемся приготовлением теста. И, конечно, проще всего делать это с помощью миксера. Хотя и руками тоже можно. В чашу миксера отправляем яйца. Добавляем сахар. Я использую белый и коричневый, 50-50. Можно использовать только белый, но, как я уже говорил, коричневый придает десертам такую некую карамельность, и на цвет, конечно, тоже влияет. Теперь с помощью миксера нужно это все хорошо смешать, немного взбить. Масса должна существенно посветлеть и слегка увеличиться в объеме. Затем тонкой струйкой добавляем растительное масло. Лучше брать какое-нибудь без ярко выраженного аромата, чтобы он не отвлекал от основного вкуса в десерте. Я, например, использую рапсовое. Когда добавим его полностью, прибавляем скорость до максимума и взбиваем, перемешиваем все секунд 30-35. Затем добавляем в чашу натертую морковь, лимонную цедру, берем только самую верхнюю желтую часть, чтобы ничего не горчило. И туда же немного лимонного сока. Теперь на небольшой скорости миксера все это необходимо перемешать, объединить вместе. И затем остается добавить сухие ингредиенты. Добавляем их сразу и также на небольшой скорости все это соединяем. Долго ничего не мешаем, иначе коржи получатся в результате очень плотными. Как только все объединили, готово. Формы смазываем сливочным маслом. На дно лучше положить дополнительно пергамент, чтобы коржи было легче извлекать. Заполняем их тестом, поделив его на равные части. И отправляем в духовку, предварительно разогретую, до 175 градусов. Выпекаться коржи будут где-то минут 27. Они должны подняться, вырасти, должны подрумяниться сверху, но ни в коем случае не должны ни пересохнуть, ни, конечно, подгореть. Можно, как всегда, проверять готовность с помощью шпажки, зубочистки или ножа. Готовым коржам даем подостыть в формах, затем извлекаем и оставляем уже полностью остывать на какой-нибудь бумаге для выпечки. Коржи также можно приготовить совсем заранее и, например, на ночь отправить в холодильник, но тогда лучше дополнительно обмотать их пищевой пленкой, чтобы они не высохли и остались нежными и мягкими. Готовим крем-чиз. И здесь, конечно, также хорошим помощником будет миксер, так как руками это можно делать достаточно долго. Сильно размягченное сливочное масло отправляем в чашу, взбиваем лопаткой, превращая совсем в крем. Добавляем сливочный сыр, обязательно берите вкусный, хороший, которому доверяете. И опять же с помощью лопатки на большой скорости миксера все это хорошо взбиваем, вмешиваем, превращая в однородную кремовую массу, чтобы никаких комочков сыра не осталось. Затем всыпаем сахарную пудру, можно добавить также немного ванильного экстракта или пасты. И все это соединяем, растворяя пудру и превращая все в гладкий однородный крем.
Ни в коем случае не перевзбейте, чтобы ничего не отслоилось и не отсеклось. Готовый крем-чиз также нужно немного охладить, так с ним проще будет работать, просто накрываем пленкой и отправляем в холодильник. Когда коржи полностью остынут, с них лучше срезать самую верхнюю подпеченную часть. Во-первых, это дополнительно поможет выровнять коржи, а во-вторых, откроет эту пористую, такую губчатую, нежную, мягкую структуру, которая еще лучше объединится с кремом, и в результате торт получится еще нежнее. Выравнивать коржи можно либо с помощью ножа, либо с помощью специальной струны. Крем охлажден, коржи тоже подготовлены. Начинаем собирать торт. Кстати, количество коржей и, соответственно, размер торта определяйте уже для себя сами. На мой взгляд, вполне хватит 2, максимум 3 коржей. Даже один такой выпеченный корж можно поделить на 2, и тогда коржи сами получатся потоньше и сделать больше прослоек в виде крема. В общем, здесь решение за вами. Устанавливаем на тарелку или подставку для торта первый корж и наносим крем. Крем не жалеем, наносим щедро. Я не буду покрывать торт кремом с боков, оставлю его так называемым голым, поэтому между коржами буду отрываться. Распределив крем на первом корже, накрываем следующим и все так же повторяем. Наносим крем, равномерно распределяем, не жалеем. Если крем охлажден, работать с ним будет достаточно легко. Ничего никуда течь не должно. Если крем долго стоял при комнатной температуре, успел подтаять, снова отправьте его в холодильник. Снова накрываем коржом, последним или следующим, здесь уже в зависимости от того, сколько коржей в результате у вас будет. Покрываем кремом, и здесь уже можно поверхность сделать либо совсем гладкой с помощью лопатки, либо с помощью той же лопатки создать какой-нибудь интересный рисунок. Включите в себе художника. Как я уже сказал, с боков торт кремом покрывать я не буду, оставлю его голым, поэтому просто с помощью лопатки, такими уверенными штрихами разравниваю крем. В морковном торте мне не нравится какая-то излишняя рафинированность, чрезмерная аккуратность. Мне кажется, что как раз вот эта самая легкая небрежность делает его таким более аппетитным и каким-то по-домашнему уютным. Собранный торт отправляем в холодильник, он должен охладиться, окрепнуть, отправляем на пару часов минимум. Точно так же, по аналогии с большим тортом, можно наделать небольшие порционные пирожные, используя для нарезки коржей какие-нибудь маленькие формочки, круглые или квадратные, как больше нравится. Совсем готовый торт можно уже финально украсить. Здесь, опять же, все зависит от ширины и глубины вашего воображения. Я украшу цветным шоколадом, то есть белым, подкрашенным с помощью красителей. И логично, мне кажется, здесь использовать оранжевый и зеленый цвет морковки. Я, видите, сегодня сам как морковка. И финальным штрихом у меня будут половинки грецких орехов. Они так похожи на бабочек, вот пусть себе и порхают на этом вкусном морковном поле. Это какая-то песня, какая-то прекрасная орехово-морковная песня. В общем, это очень вкусно и очень нежно. Коржи такие рассыпчатые, крем такой просто невероятно тающий, все это вместе идеально сочетается. Знаете, одно время я был большим поклонником, вот прям фанатом морковного торта из Старбакса. И этот очень похож, только раз в 100, как минимум, круче. Здесь прям, ничего не убавить, не прибавить. Очень рекомендую. Срочно всем на кухню. Кстати, если вдруг торт вы приготовили, слишком большой, и ваши домашние уже никак не могут с ним справиться, никак не могут его осилить, торт можно заморозить. В охлажденном виде нарезаете его на кусочки, каждый кусочек упаковываете в пергамент и отправляете в морозилку. Затем, при необходимости, кусочек достаете, сразу выкладываете на тарелку и размораживаете в холодильнике. Так удовольствие можно растянуть на очень долгое время.
Подробный рецепт, как всегда, в блоге, ссылка под видео, там же список ингредиентов, там же ваши комментарии, лайки, пожелания, в общем, все как всегда. Не забывайте подписаться на мой аккаунт в Инстаграме, там сейчас можно голосовать и выбирать, какое видео следующим появится на канале. Ну и, конечно, там же постите свои фотки того, что приготовили по моим рецептам, ставьте хэштег CookingFun, отмечайте меня на фото, с радостью всегда смотрю, что у вас получается. С вами был Саша, Cooking Time, пока-пока! Теперь на небольшой скорости миксера все это необходимо перешать. Теперь на небольшой скорости миксера все это необходимо перебежать.